Всем привет! Продолжаем подготовку к новогодним праздникам. И сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления очень красивого, праздничного, а самое главное безумно вкусного салата, который называется подсолнух. На просторах интернета огромное количество вариаций на эту тему. А сегодня я хочу поделиться именно своим вариантом приготовления этого замечательного салата, который украсит любой новогодний стол, внесет своих ярких солнечных красок. Итак, какие продукты мне для этого понадобятся? Куриная грудка, консервированная кукуруза, маслины без косточек, майонез от Махеев, провансаль с лимонным соком, зеленый лук, укроп, яйца, вареная морковь, помидорка черри для украшения, шампиньоны и чипсы. Для начала куриную грудку нарезаем на тонкие филе. Толщиной полсантиметра. Для одного салата используем 2 куриных грудки среднего размера. Маленький кусочек надрежем и развернем. Каждый кусочек солим и перчим с 2 сторон. В сковороду наливаем немного растительного масла и обжариваем с 2 сторон до готовности на среднем огне. Минутки 3-4 с одной стороны, переворачиваем, и с другой стороны тоже минутки 2-3. Как только курица начинает белеть, переворачиваем. Пока обжаривается курица, мелким кубиком нарежем шампиньоны. Готовую курицу выкладываем в тарелку и оставляем остывать. Нарезанные шампиньоны обжариваем на сухой сковородке. На первый взгляд их кажется очень много, но здесь всего 400 грамм. Во время приготовления грибы очень сильно ужарятся. Время от времени не забывайте помешивать. Шампиньоны выделили очень много влаги. Как только вода вся испарится, они готовы. В самом конце приготовления перчим и солим. Последний раз перемешиваем, выключаем огонь и выкладываем на тарелку, чтобы грибы быстрее остыли. Пока шампиньоны остывают, нарежем остывшую курицу. Нарезаем на небольшие кусочки. Можно кубиком или соломкой. Курицу перекладываем в глубокую миску. В мясо добавляем майонез от нашего любимого бренда Махеев. Буквально 2-3 столовые ложки. И хорошенько перемешиваем. Если вы видите, что майонеза недостаточно, добавьте еще. Выкладываем курицу на блюдо первым слоем. Формируем слой с небольшой горкой в центре. Мелко нарезаем зеленый лук. Выкладываем поверх мяса. Поверх лука выкладываем кукурузу. Слой из кукурузы не должен быть толстым. В одно зернышко. У пачки с майонезом срезаем уголочек и делаем тонкую сеточку из майонеза. Поверх сеточки выкладываем остывшие шампиньоны. Распределяем по всей поверхности в форме горки и слегка притрамбовываем, чтобы салат держал форму. Яичные белки отделяем от желтков и натираем на терке. Перед тем, как положить слой яичных белков, шампиньоны покрываем сеточкой из майонеза.
Выкладываем яичные белки. Слегка приминаем. Покрываем тонкой сеточкой из майонеза. Вареную морковь натираем на крупной терке. И выкладываем тонким слоем. Тонкая сеточка. Последним слоем у нас будут яичные желтки. Натираем их на терке. Посыпаем сверху на салат. Заключительная сеточка из майонеза и украшаем салат. Маслины нарезаем вдоль на 4 части. Выкладываем по кругу от центра к краям. Выкладываем лепестки подсолнуха. Вставляем чипсы. Для этого салата лучше всего использовать сырные чипсы. Несколько веточек укропа мелко нарежем. Укропом присыпем края салата. Из черри сделаем божью коровку. Дно божьей коровки смажем немножко майонезом, чтобы она у нас закрепилась. Из маслины сделаем голову, также скрепив майонезом. Нарисуем глазки. Из бальзамического крема делаем пятнышки на спинке у божьей коровки. Вот такой шедевр у меня получился. Еще один вариант салата для новогоднего стола. Красочно, красиво и самое главное вкусно. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какой известный салат вы бы хотели еще увидеть на нашем канале. Надеюсь, этот рецепт придется вам по вкусу. А я на этом с вами прощаюсь. Всем приятного аппетита. До новых встреч. Пока. Towning glitter puts a smile on your face. So light up a candle and let it be